Может быть, вам кажется, что если вы полностью примете настоящее, то у вас не будет энергии и мотивации, чтобы действовать и что-то менять. Но всегда первично ваше состояние, а любые ваши действия вторичны. Никакие по-настоящему позитивные действия невозможны, если вы не достигли принимающего состояния сознания. Прекратив сопротивляться настоящему, вы начинаете очень ясно видеть, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Сосредоточьте все свое внимание на том, что делаете именно сейчас, и действуйте шаг за шагом. Нам надо учиться у природы. В ней все идет своим чередом. Посмотрите, как безо всякой неудовлетворенности или несчастья разворачивается вокруг вас чудо жизни. Оказавшись в сложной ситуации, примите то, что есть в эту секунду. Согласитесь с тем, что оно есть, ведь оно уже есть. Так вы выйдете из-под власти своего ума, и он не сможет создавать ваши реакции и сопротивления. Тогда и внешние обстоятельства не смогут вас контролировать. Вы ясно увидите все, что происходит, и поймете, можете ли вы что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, улучшить ее или выйти из нее. После этого действуйте должным образом. Сосредоточьтесь на шаге, который можете сделать прямо сейчас. Это не позволит вашему уму заниматься его любимым делом – рисовать негативное будущее. Но это не значит, что нельзя планировать свои действия. Бывает так, что единственное, что вы можете сделать сейчас, это как раз составить план. Если ваши действия приносят плоды не сразу, не сопротивляйтесь тому, что есть, пока вы ждете результатов. В том случае, когда вы ничего не можете сделать и выйти из ситуации тоже не можете, лучше всего еще сильнее принять действительность, еще глубже погрузиться в настоящее. Тогда жизнь сама начинает вам помогать, и перемены происходят сами, неизвестно как, и вам почти ничего не нужно для этого делать. Страх, вина или инерция, которые вам мешали, растворяются в свете вашего осознанного присутствия. Но знайте, что совсем не присутствие, когда вы говорите о своей жизненной ситуации «мне уже все равно» или «мне уже не до этого». Вы почувствуете негативную окраску своих ощущений, если обратите на них внимание. Окажется, что вы вовсе не принимаете ситуацию, а, обижаясь, тайно ей сопротивляетесь. Смотрите очень внимательно вглубь себя. Не осталось ли там следов сопротивления? Иначе оно так и будет где-то там прятаться в форме неприятной мысли или неосознанной эмоции. Если вам трудно понять, как принять действительность, для начала признайте себе, что вы сопротивляетесь. Наблюдайте, как ваш ум создает сопротивление, как он навешивает ярлыки на ситуацию, на вас и на всех остальных. Наблюдайте за мыслями. Спросите, интересно, какая будет следующая мысль? И действительно с интересом и вниманием подождите. Найдите в теле место, где проявляется ваша эмоция. Почувствуйте вибрацию ее энергии. Полностью сосредоточившись на том, что в вас есть сейчас, вы сделаете свое неосознанное сопротивление осознанным.
тут ему и придет конец. Потому что невозможно грустить, сердиться или раздражаться и одновременно быть осознанным. А если есть негативные эмоции и страдания в любой форме, значит вы сопротивляетесь, а сопротивление никогда не бывает осознанным. Предположим, вас кто-то оскорбляет. Именно ваша реакция вызывает страдания, не так ли? Если я с улыбкой на лице буду оскорблять вас на незнакомом вам языке, вы же подумаете, что я говорю вам приятные вещи и любезно ответите мне. Вы согласны, что ваше восприятие того, что происходит с вами прямо сейчас, на 100% определяется вами? Человеческий опыт приходит изнутри, а не извне. Привилегия быть человеком заключается в том, что мы всегда можем выбрать, каким должен быть наш жизненный опыт. То, что мир бросает вам, не обязательно является вашим выбором, но то, что вы из этого сделаете, полностью ваш выбор. Вам нравится испытывать неприятные эмоции? Нет? Тогда откуда они берутся и для чего они нужны? Кто поддерживает в них жизнь? Вы поддерживаете в них жизнь навязчивыми мыслями, потому что неосознанно отождествляете себя с ними. Все ваши отрицательные эмоции исчезли бы почти сразу, если бы вы были осознанны, то есть всецело присутствовали бы в настоящем. Выжить в вашем присутствии они не могут. Даже ваши многолетние накопления негативной энергии, так называемое болевое тело, не способно долго выносить ваше присутствие.